Мне предоставлена великая честь продолжить почетную традицию геологического общества и почтить память Уильяма Смита, несомненно, одного из самых выдающихся геологов в нашей истории. Наша работа в геологии лишь продолжает традиции и принципы, которые установил этот выдающийся ученый, и мы их развиваем и продолжаем придерживаться в наших странах. Фактически, все развитие геологии вело к нашей миссии, и мы отметили это в названиях кратеров в долине Таурус-Литров, где мы проводили наши исследования. Я выбрал Смита одним из ученых, которых я лично хотел почтить, и в честь него назван кратер в северо-восточной части нашей зоны исследований. Хотя я уже близок к тому, чтобы кратер назвали в честь меня. Поскольку сегодня я говорю слишком много помпезных слов. И в этом моем первом визите в Лондонское геологическое общество я бы хотел познакомить вас с научными изысканиями, проведенными в миссиях по программе «Аполлон». Я также хочу с вами поделиться, чем для меня представилась лунная долина Таурус-Литров, познакомить с личным новым взглядом на Землю, когда я побывал в космосе, и показать значение программы «Аполлон» в общей истории человечества. Знаю, что это займет чуть больше времени. Можно ли приглушить свет? И я начну. Перед вами лунный вечер, где солнце уже садится. Закат происходит на обратной стороне Луны. Однако он не всегда был таким безмятежным, как сейчас перед нами. Около 4 миллиардов 600 миллионов лет назад, когда Луна была уже приблизительно такого же размера, как и сейчас, Солнце, вероятно, садилось в пылающее, брызгающее море из расплавленной горной породы. Бомбардировки обломками планет и комет все еще проносились по этому магматическому морю, перемешиваясь, закаливаясь, с выделением газов и заново переплавляя примитивное вещество. Эта расплавленная оболочка была создана огромной тепловой энергией, высвободившейся на последних бурных стадиях планетарной аккреции. Из расплавленной оболочки постепенно формировалась лунная кора за счет процессов фракционной кристаллизации. В планетарном масштабе такое первоначальное дифференцирование Луны привело к формированию вещества коры и верхней мантии мощностью в несколько сотен километров. Кора обогатилась кальцием и алюминием, а верхняя мантия – магнием и железом. В основании этой расплавленной оболочки, вероятно, отделилась несмешивающаяся жидкость из диспергированной серы, сульфидов и железа. Большая часть химической дифференциации, которую мы наблюдаем на Луне, можно восстановить расчетами по фракционированию сидерофильных элементов в такую несмешивающуюся жидкость. В сочетании с фракционированием основных и второстепенных элементов, извлеченных путем фракционной кристаллизации силикатных минералов из общего расплава. В этих интерпретациях Луну можно сравнить с матовым пыльным окном в прошлое наших планет. Около 4,4 миллиардов лет назад поверхность внешней коры Луны уже должна была выглядеть как современные материковые районы Луны, которые наиболее распространены на обратной стороне Луны. По мере того, как степень бомбардировки космическими обломками продолжала снижаться, эта испещренная кратерами и испещренная пылью внешняя кора быстро заполнилась кратерами диаметром более 50 километров. В настоящее время кора состоит в основном из измельченной породы с плагиоклазом или полевым шпатом, силикатным минералом, богатым кальцием и алюминием, в смеси с около 30% темноцветных минералов. Сейчас, между 60 и примерно 200 километрами под лунной корой, наши сейсмические данные показывают, что верхняя часть лунной мантии состоит, вероятно, в основном из пироксенов и оливина, силикатных минералов, богатых магнием и железом.
И мантия, и кора были сильно изменены более поздними событиями и привнесенным веществом. Здесь интересно обратить внимание на древнейшие горные комплексы на Земле. В древнейших горных комплексах Земли есть породы, называемые анартозитами, которые богаты кальцием и алюминием, как и очень древние породы коры на Луне. Ранняя дифференциация, богатой плагиоклазом коры на Земле, может объяснить, по крайней мере, начальную концентрацию элементов, компонентов этих ранних и до сих пор загадочных пород. Как вам известно, общее понимание их происхождения и эволюции не является тривиальной задачей. А большая часть наших ресурсов титана в настоящее время находится именно в этих горных породах. По мере того, как остатки примитивного первоначального вещества перерабатывались геологическими процессами на Земле и Луне, частота бомбардировок астероидами и кометами уменьшилась, хотя и не без случайных необычно массированных всплесков, продлившихся до 4,1 миллиарда лет назад. Крупные ударные бассейны, такие, которые так и не были затерты меньшими последующими столкновениями, сформировались как раз в этот период времени в результате катастрофических столкновений. И вот пример такого бассейна – бассейн моря мечты. Наиболее древние из таких бассейнов, такие как бассейн моря спокойствия, имеют неправильную форму и изначально неглубокое дно. У них не наблюдается заметных положительных гравитационных аномалий. Более молодые бассейны, такие как море ясности, напротив, имеют круглую форму, изначально глубокое днище и обладают заметными концентрациями массы или масконами. Хотя все крупные бассейны, по-видимому, образовались в результате крупных ударных событий, эти различия указывают на серьезное изменение механических свойств сформированной лунной коры около 4 миллиардов лет назад. Для того, чтобы кора окрепла, в этот момент истории должна была закончиться кристаллизация остаточных жидкостей первоначально расплавленной оболочки. И у нас есть много веских причин полагать, что земная кора претерпела такие же жесткие перипетии, что и лунная. Хотя последующие 4 миллиарда лет активной земной геологической истории затерли следы этих катаклизмов. И теперь появилось много новых недостающих деталей и много новых направлений их интерпретаций. Например, в земной коре давно выделяются признанные региональные провинции, богатые определенными элементами и являющиеся очагами рудных месторождений этих элементов. Моя родина – это юго-запад США, это одна из таких геохимических провинций, богатая медью. Наше нынешнее понимание происхождения и структуры таких провинций очень слабое. И в том числе поэтому столько времени, усилий и денег было потрачено на попытки понять скрытую механику формирования очень крупных лунных бассейнов, степени их проникновения в кору и в распределении выбросов вокруг таких бассейнов. Быть может, здесь кроются ответы на причины формирования геохимических провинций. Ближе к завершению периода образования крупных ударных бассейнов, около 3,9 миллиарда лет назад, недра Луны за счет накопления тепла радиоизотопного распада постепенно достигли критических температур, при которых они стали влиять на характер целых регионов на поверхности. Во-первых, в центре тела мог собраться в ядро несмесимый жидкий расплав серы и железа. Частично это могло произойти в результате постепенного гравитационного перемещения к центру Луны несмешиваемой жидкости во время периода плавления первичной оболочки, о котором я ранее упоминал. В этом ядре, по-видимому, произошло замечательное, но еще малоизученное явление. Вероятно, возникло и заработало электрическое динамо, что произвело глобальное магнитное дипольное поле. Оно составило примерно 4% от современного земного магнитного поля. Хотя дипольное поле потом исчезло, однако магнитные аномалии в свойствах пород лунной коры сохранились до настоящего времени. Самая крупная из этих аномалий находится рядом с кратером Ван де Грааф, показанным на этом слайде. Вторым событием, вызванным внутренними процессами в недрах Луны, было видимое извержение на поверхность светлого равнинообразующего материала. Визуальные и геохимические исследования, проведенные с лунной орбиты, показывают, что этот светлый материал состоит в основном из измельченных остатков древней коры. Такой материал, богатый полевым шпатом, по-видимому, извергался и частично заполнил все крупные бассейны, существовавшие в это время, например, бассейн Гагарина, показанный на этом слайде. Их извержение могло быть вызвано первым плавлением и восходящей миграцией вещества, обогащенного радиоактивными и флюидными компонентами. Позже это вещество сконцентрируется в гораздо больших объемах и в гораздо более чистой форме, в виде формации фра-Маура. Сразу после того, как около 3,9 миллиарда лет назад был сформирован один из последних крупных бассейнов,
произошло последнее крупное геологическое событие в эволюции Луны – Имбрийское событие. В этом эпизоде лунной истории происходит затопление всех крупных бассейнов на видимой стороне Луны обширными, ныне застывшими лавовыми морями и океанами из темного базальта. На обратной стороне только два отдельных очень глубоких бассейна были затронуты Имбрийским событием – бассейны моря Москвы и кратер Циолковский. Вот перед нами бассейн кратера Циолковского. Однако, в какой-то степени все части внешней коры Луны должны были пропитаться лунным морским веществом до некого среднего общего уровня. Этот грандиозный подъем и излияние расплавленной породы, вероятно, был вызван теплом от распада радиоизотопов. В этом случае некоторые участки верхней и даже нижней мантии Луны, вероятно, были расплавлены. Излияние морских базальтов могло быть очень быстрым через интенсивно и глубоко разрушенную внешнюю кору. И если эта модель верна, то каждый заполненный базальтами бассейн, такой как Циолковский, мог представлять собой охлаждающую единицу и схож по внутреннему строению с нашей собственной планетой, с ее внешней базит-ультрабазитовой пачкой. Различия во внутреннем составе Луны и степени плавления привели к тому, что период затопления морями охватил время от 3,8 до примерно 3 миллиардов лет назад. Вот одна из наиболее молодых порций морских базальтов, заполнивших дно кратера Циолковский. Такие различия в исходном составе магм, глубине их зарождения, фиксировались в глубоких химических различиях возливающихся морских базальтов с течением времени. По мере того, как шло время, ближе к окончанию нескольких периодов заполнения морями, на огромных территориях были отложены шлейфы из темных, химически различных, базальтовых, пирокластических отложений. Затем на поверхности Луны навсегда воцарилась необычная тишина. Волны и потоки в лавовых морях наконец-то застыли, и внешний вид Луны почти не отличался от современного. Теперь мы должны отметить, как я полагаю, что древнейшие горные массивы на Земле также содержат обширные слоистые пласты горных пород, которые в совокупности имеют базит-ультрабазитовый состав. Их сходство с лунным морями может быть более чем случайным. Опять же, как и в случае с анартозитами, это нетривиальная проблема. Надо вспомнить, что большая часть источников никеля, хрома и металлов платиновой группы на нашей планете находится внутри этой толщи горных пород. Теперь, начиная с около 3 миллиардов лет назад, за исключением слабого внутреннего сейсмического урчания и случайных сейсмических резких звоночков, как напоминаний о легендарном геологическом прошлом Луны, практически нет новых записей ее геологической активности. По крайней мере в записях, которые мы можем прочесть, изучая породы лунной коры. Правда, существуют некоторые признаки короткого периода более поздней внутренней активности, которая указывает на возможность конвективного переворота в лунной мантии. Однако нет ничего сходного с продолжающейся геологической активностью Марса и Земли. Быть может, лишь небольшая система молодых вулканических хребтов в океане бурь, региональные грабеновые системы в юго-восточном квадранте Луны, а также светлые завихрения или свирлы, разбросанные по всей поверхности Луны, свидетельствующие о явных преобразованиях, могут в какой-то мере отражать зачаточные напряжения прерванной эволюции. Теперь я перейду к истории миссии программы «Аполлон», результаты которых привели нас к данной первоначальной интерпретации геологической эволюции нашего спутника. Многое из того, что я сказал, по-прежнему носит спекулятивный характер. Однако большинство специалистов по Луне, работающие в настоящее время в этой области, в целом согласятся с тем, что только что представленная мной структура геологических знаний о Луне является текущей основной парадигмой. Вот этот горизонт моря спокойствия, показанный на этом изображении, занял уникальное место в анналах мировой науки. Событие, которое история запомнит навсегда, событие, изменившее ход самой истории, это, конечно, миссия Аполлона-11 с Армстронгом, Олдрином и Коллинзом с посадкой на Луну. Наука со своей стороны, наконец, получила реальное и фактическое представление о геологической истории, если не обо всей эволюции нашего родственного спутника. Было обнаружено, что возраст, по крайней мере, основной части горных пород лунной коры весьма очень древний по сравнению с возрастом земных пород и с предыдущими оценками возраста лунных пород. Действительно, тот факт, что возраст относительно молодого материала моря спокойствия составляет 3,7 миллиарда лет, кажется, подтверждает, что мы изучаем вместе с изучением прошлого Луны, заодно и наше собственное прошлое. Как и предполагалось, морской материал оказался базальтовым. Однако эти базальты необычно обогащены железом и титаном и бедны натрием. Они довольно сильно дифференцированы по химии по сравнению с содержанием элементов в Солнце и метеоритах. То есть эти базальты оказались заметно дифференцированными, по-видимому за счет фракционной кристаллизации. Пробы обломков,
отобранных на месте посадки, которые присутствовали в реголите, похоже, подтвердили результаты анализов Сервийора-7, сделанных на поверхности Луны несколькими годами ранее. Они подтвердили, что вещество лунных материков обогащено кальцием и алюминием. Возможно, наиболее важный результат миссии Аполлон-11 для науки – это подтверждение, что большая часть накопленного нашего интеллектуального опыта в области наук о Земле применима и к исследованиям других планет. Астронавты Конрад, Бин и Гордон на Аполлоне-12 осуществили посадку в нескольких сотнях метрах от ранее прилунившегося автоматической космической станции Сиорвея-3 на юго-западе моря Познанного. Что касается той части моря дождей, которую я показываю здесь, их миссия выявила объективные сложности в науке о Луне после эмоциональных ранних упрощений, сделанных по результатам Аполлона-11. Структура нескольких верхних слоев, слагающие первые метры лунной поверхности, предстала перед нами в виде сложной книги по ее геологической истории, не только фиксирующей солнечные и космические события, но и показывающей, что существует относительная подвижность летучих элементов в высоком вакууме лунной поверхности. А это имеет огромное значение при интерпретации геохимических анализов. Были обнаружены образцы ранее не ожидавшихся пород, обогащенных калием, редкоземельными элементами и фосфором, по-видимому, зафиксировавших события фракционирования, которые произошли около 4,5 миллиардов лет назад. Диапазон возрастов морских базальтов был расширен вниз до 3,2 миллиарда лет с 3,7 миллиарда лет, открытых Аполлоном-11. Также были обнаружены относительно низкотитанистые разновидности морских базальтов, в отличие от Аполлона-11. Было подтверждено, что поверхностные слои лунных морей представляют собой дифференцированные базальтовые лавовые потоки мощностью порядка 40 метров. К востоку от места посадки Аполлона-12 в море Познанном находится кратер Коперник. Его южная часть показана здесь. Сюда мы запланировали посадку миссии Аполлон-13. Мы надеялись получить общее понимание интенсивности и продолжительности имбрийского ударного события, сформировавшего бассейн моря дождей, посредством изучения покрова выбросов кратера Коперник. Вместо этого, как вы, возможно, помните, мы по-новому узнали себя. Мужество Лавела, Хейза и Свигерта, а также находчивость диспетчеров, их миссии после аварии в результате взрыва служебного модуля дали нам один из самых наглядных примеров человеческого потенциала перед лицом экстремальных невзгод. И Аполлон-14 с Шопардом, Митчеллом и Руссой унаследовали план исследований для Аполлона-13. Кратер находится недалеко от кратера Фра-Маура. Миссия показала нам, что имбрийское событие произошло за 100 миллионов лет до начала излияний наиболее древних морских базальтов, и что такие грандиозные столкновения вызывают гораздо более значительные геологические нарушения и передают гораздо больше тепловой энергии на поверхность планеты, чем мы когда-либо могли себе представить до этого. Фактически было доказано, что большая часть пылевидного материала лунной коры, выброшенного из больших котловин, переместилась на многие сотни километров по поверхности Луны и обладала многими характеристиками, сходными с пепловыми потоками. Миссия Аполлона-14 также подтвердила экстремальные химические различия между веществом материков и морей, обнаруженным в предыдущих миссиях. Миссия Аполлона-15 к борозде Хедли, Хедли-Рил, у подножия лунных Апеннин, поставила исследование Луны на новый уровень. Сначала Скотт, Ирвин и Уорден осмотрели почти всю Луну с помощью камер и электроники, а также собственным человеческим зрением. Затем, работая на поверхности Луны, они превзошли все наши прежние ожидания. Они начали разъезжать на ровере и обследовали огромное количество деталей местного рельефа, доступных для исследования. Извлеченные из глубины образцы грунта и проведенные наблюдения в окрестностях борозды Хедли, а также горного обрамления бассейна моря дождей расширили наши знания о лунной геологической истории. И тем самым пролили свет на ее геологические процессы, расширив границу обозреваемого времени из предыдущих миссий на 400 миллионов лет. Мы начали смутно видеть первые полмиллиарда лет лунной эволюции, и это нам добавило в копилку знаний некоторые детали о периоде плавления первичной оболочки. Кроме того, мы расширили наше понимание сложности вулканических процессов, сформировавших современную поверхность лунных морей. Эти процессы включают не только излияние комплекса лавовых потоков, но и процессы вулканогенной эрозии лавовыми реками, создающие глубокие длинные борозды, рили. Мы также еще раз обнаружили, насколько широко распространены следы привноса материала удаленных ударных событий в вещество этих поверхностей. Впервые в миссии Аполлон-15 нам также, наконец, удалось заложить лунную геофизическую сеть. Особенно впечатляющие результаты дала сейсмическая сеть, с помощью которой мы смогли заглянуть во внутреннее строение Луны.
Потихоньку мы начали расшифровывать ее внутреннюю структуру. Кроме того, мы получили возможность сопоставлять различные районы посадки на Луне благодаря дистанционному геохимическому, рентгеновскому и гамма-спектрометрическому орбитальному картографированию. Эти исследования с помощью дистанционного зондирования позволили выявить лунные геохимические провинции. В частности, были выделены различия в соотношениях алюминия-кремния и магния-кремния в морских и материковых породах, а также выявлены аномалии в распределении урана, тория и калия. Данные гамма-спектральной съемки позволили предположить, что крупные события, формирующие бассейн, способны создавать отдельные геохимические провинции на поверхности Луны за счет выброса глубоко залегающего материала. Возможно, не менее важным, чем все эти открытия, было доказать самим себе, на что способно человечество. И в этой миссии позволить миллионам людей во всем мире созерцать неповторимую великую и чистую красоту природы, которая ранее была недоступна человеку. Я думаю, что это одна из величайших движущих сил для всех геологов в истории исследований. Здесь показаны тени величественных Апеннин во время восхода, которые отступают по восточной части поверхности моря дождей. В 1000 километрах на юго-востоке, в материковом районе Луны, совершила посадку следующая миссия Аполлон-16. И было обнаружено, что мы еще не до конца понимаем самые ранние главы лунной геологической истории, обнаженные в материковых горных породах на юге Луны. В образцах, доставленных Янгом, Дюком и Маттингли из района плато Декарта, мы видим, что центральные основные события лунной истории были намного сильнее сжаты во времени, чем это предполагалось до этого. Выявлены индикаторы того, что образование самых молодых крупных лунных бассейнов, а также извержение светлого равнинного материала и самые ранние излияния морских базальтов происходили в течение примерно 100 миллионов лет, около 3,9 миллиарда лет назад. Кроме того, имеются указания на то, что светлый район Декарта может быть местоположением многих наблюдаемых региональных магнитных аномалий, что указывает на то, что они формировались как единые охлаждающиеся блоки, температура вещества которых изначально находилась выше точки Кюри. И вот, наконец, перед нами побережье Великого Застывшего моря, ясности, с долиной Таурус-Литров по центру. Сюда Аполлон-17 доставил Сёрнана и меня, Шмидта, в эту темную бухточку, Таурус-Литров, впадину на светлом краевом вале этого бассейна. Эванс оставался в командном модуле. Этот уникальный облик и красоту этой долины, я надеюсь, большинство из вас оценило в декабре 1972 года. А уникальные научные открытия, сделанные нами в этой долине, помогают смягчить нашу печаль о том, что с нашим визитом закончились лунные исследования по программе «Аполлон». Трудно было бы найти более достойное место для обобщения и расширения наших знаний об эволюции Луны. В долине Таурус-Литров мы обследовали поверхность и взяли пробы вокруг лунного модуля, который вы видите в центре этого изображения. Древняя лунная летопись охватывает периоды излияний морских базальтов около 3,8 миллиарда лет назад, формирование загадочного горного обрамления моря ясности. И найдено вещество, которое отражает само происхождение самой лунной коры. Также, в нашем исследовании лунного вещества и процессов, мы обнаружили, что они простираются от образования самых ранних морских базальтовых поверхностей до 3,8 миллиардов лет преобразования этой поверхности. Это преобразование включает в себя привнос шлейфа из химически отличных оранжевых и черных вулканических стекол, которые отражают кульминацию процессов, когда-то действовавших в недрах Луны. Эти стекла снова удивили нас. Их возраст экспозиции 100 миллионов лет, то есть довольно молодые, как и ожидалось, но их возраст закалки составляет от 3,5 до 3,7 миллиардов лет, что не совпало с нашими ожиданиями. Объяснение этой разницы еще не вполне очевидно. Во всех наших миссиях программы «Аполлон» мы покидали Луну до показанного здесь восхода на Луне, и наши исследования не затронули обширные районы лунного запада. Там находится океан бурь, где находятся молодые, загадочные системы хребтов в центре этого региона. Они все еще ждут свой экипаж миссии, которая так и не состоялась из-за неудачи Аполлона-13. Там находится море Восточное, чьи суровые кольцевые горы были открыты человеком в приглушенном голубом свете, исходящем от Земли. В этих регионах остается много невыясненных вопросов, которые требуют дальнейшего исследования новым поколением астронавтов, которые, встречая восходы на Луне, выдвинут наши исследования на новый уровень и смогут пройти через недоступные ранее территории Луны. Обещанные новые открытия все еще ждут своих героев. Когда это время наступит,
мы, возможно, сможем объединить научную революцию, совершенную Аполлонами на Луне, с одновременной геотектонической революцией, вызванной новым пониманием происхождения океанических бассейнов и континентов на Земле. К нам придет общее понимание огромных напряжений и деформаций внутри нашей собственной земной коры, вызванных по мере нарастания океанического дна и дрейфа континентов. Такие тектонические напряжения и деформации, как вы знаете, сильно влияют на повседневную жизнь людей, живущих в сейсмоактивных и вулканических зонах. Они влияют на распределение рудных месторождений и их освоение, на которых основана наша цивилизация. В будущем изучение морских базальтов застывшего океана бурь, его обширной системы хребтов и вулканической систем и тектонических трещин может вдохновить всех нас вернуться туда. При этом наше новое знание Луны никогда не станет ценным ресурсом, если оно не сочетается с нашим общим представлением о природе. Так и только так будет реализовано научное наследие программы «Аполлон». В следующие несколько минут я хотел бы обсудить то, что я вынес лично из программы «Аполлон». Я хотел бы рассказать вам о конкретном месте, которое я лично видел в Солнечной системе. Это место представляет собой долину на Луне, известную сейчас как долина Таурус-Литров, название которой не было выбрано с поэтической точки зрения. Но, как и во многих других случаях, название обрело свой поэтический смысл благодаря произошедшим событиям. События, связанные не только с 3 днями и жизнями 3 мужчин, но и с завершением беспрецедентной эпохи в истории человечества. Люди дали название этой долине на далеком теле, но это не повлияло на ее уникальный облик. В то время как сами люди, давшие ей название, а затем исследовавшие ее, сильно изменились. Долина осталась неизменной, несмотря на нашу деятельность, а для миллионов людей, которые когда-то обнаружили эту долину, она останется восхитительным зрелищем с высокими стенами и удивительной тишиной. Долина Таурус-Литров представляет одну из самых величественных панорам, которые можно увидеть и испытать в жизни. Скаты темных холмов, простирающихся по дну долины, сливаются с яркими склонами, равномерно поднимающимися вверх, словно снег, на вершины окружающих массивов высотой 2300 метров. Долина не обладает острыми и молодыми величественными формами Гималаев и скальными утесами ледниковых фьордов северных стран. У нее даже нет интригующих сейчас долинных образований, как на Марсе. Данная долина обладает приглушенной древней величественностью, чьи истоки кажутся едиными с Солнцем. Массивные стенки долины поднимаются на высоты, которые составляют достойную конкуренцию другим планетным долинам. Они воздымаются и стоят тихо и спокойно, несмотря на свои огромные размеры, что свидетельствует о непрерывности эволюции. Тем не менее, долина не совсем безмятежная. С ее уступов все еще скатывают огромные страницы истории вниз по пыльным склонам. Их мудрость согревает дно долины и открывает нам новые главы творения в стекле и кристаллах. Кратеры долины до сих пор действуют как архивы. Многие тысячи миллионов лет долина следила за эволюцией мира. Теперь она потускнела и забыта. Здесь остались только следы человека. Возвращение человека – это не забота долины, а забота человека. Миссии «Аполлон», за которыми мы наблюдали и в которых принимали участие, стали первым нерешительным, но явно личным взглядом человечества на Вселенную. Наш уникальный характер среди живых видов природы проявляется во многих отношениях. Одним из внешних проявлений этого характера является то, что мы имели наглость попытаться понять наше место в этой Вселенной и в ее будущем. Мы имели еще одну смелость попытаться использовать это понимание, чтобы изменить Вселенную и более полно понять Землю, используя в значительной степени нашу возможность посмотреть на все из космоса. Подобно дому нашего детства, мы по-настоящему видим Землю только тогда, когда ее впервые покидаем. Находясь в космосе и наблюдая за Землей с орбиты, мы можем увидеть знакомые виды Земли, включая полосатые восходы и закаты, меняющиеся в течение нескольких секунд от черного до фиолетового, красного, желтого, ослепительного дневного света и затем обратно в непрерывной последовательности. Океаны и континенты украшены структурными узорами, созданными более чем за 4,5 миллиарда лет эволюции. Тогда как затененные облака и снега всегда несут в себе свои тайны и красоту. И теплое ощущение от ночных огней, домов для частиц дневного света, созданных людьми, но видимые далеко за пределами их разумения. Но после, когда мы покидаем знакомое, наше восприятие меняется, и мы обретаем необычный взгляд на Землю. Сначала оно умещается в одно окно, а затем и вовсе пропадает.
Тебя посещает тревожная мысль, что это уже не Земля из нашего прошлого, это лишь хрупкий голубой шарик в космосе. И нет никакой очевидной цели в циклическом блуждании нашего космического корабля, нашей Земли, в бесконечном океане Вселенной. Силы, удерживающие нас на этом невидимом пути, были давно известны, но никогда не были по-настоящему осознаны, их истинная суть все еще остается загадкой. Оказывается, существует движение в пространстве, которое мы даже не ощущаем, буря, которую мы не видим, и история, которую мы еще не знаем. В нашем путешествии вокруг Солнца и через галактику единственной реальностью остается только надежда на продолжение пути. Как родной дом детства, который мы посещаем лишь время от времени, меняясь с годами, но оставаясь неизменным в наших воспоминаниях, мы видим, как полная Земля вращается под нами. Все следы прежнего величия и глупости человека отображены в этом окне в течение одного дня. За один день перед нами проносится мир Древнего Рима, великие путешественники, которые пересекают континенты, создавая тропы, пересекающие старые фронтиры и миграцию народов, все имеет значение лишь на фоне нашей собственной активной жизни. Затем, с каким-то чувством разочарования, как когда близкие стареют, мы видим постепенное изменение с каждым оборотом. Когда от полной Земли остается наполовину, затем полумесяц, а затем темная дыра в космосе, подсвеченной слабым лунным светом. Линия ночи пересекает воду, землю и облака, отправляя свои армии теней вперед. И это неизбежный ритм движения ленты времени. Мы видим, что ночь, как и само время, должна, но не может уничтожить красоту, которая присутствует вокруг нас. Наконец, когда мы завершили наши циклические маневры вокруг Луны, мы в первый раз увидели восход Земли, и это символ духа нашего поколения. Гимн его отваге и воображению. Как делали наши знаменитые предшественники, запечатлев восход Земли на Луне, мы невольно подтвердили эволюцию человека во Вселенной. Мы никогда не можем остановиться на достигнутом, только на красоте и комфорте, и в то же время мы начинаем лучше осознавать и оценивать то, с чем мы готовы расстаться. Вы можете почувствовать, что тот новый взгляд на Землю должен содержать больше и глубже духовного смысла, чем я сейчас вам сообщил. Новый взгляд на Землю должен доказать, что Бог существует, или доказать, что Бога нет, или показать, что это не имеет значения. Мы не будем делать выбор за вас. Мы его сделали только для себя. И даже при этом оказывается, что это выбор, который мы уже сделали раньше, в другое, неосознаваемое время. Самое важное и надежное – это то, что человек увидел собственными глазами и запомнил на всю жизнь. Это все. Большое спасибо, дамы и господа.